Всем доброй ночи. Поскольку я только что провела прямой эфир, я решила сразу, пока не собрала алтарь, заодно вам подарить кое-что, то, что я собираюсь уже несколько дней, но из-за занятости никак не получается. То есть вам подарить очень нужный ритуал и очень полезный. И дальше уже идти по своим делам. Желание. Этот ритуал построен на древнекавказские, даже не обычаи, а эпос, легенду о том, что была ведьма или колдунья, чародейка, которая приходила к человеку как тень в самые трудные минуты для того, чтобы услышать, помочь и исполнить просьбу. Так вот, вот этот ритуал построен именно на этих преданиях, поскольку в преданиях есть и доля правды, и вы это прекрасно знаете. А значит, построенный на преданиях ритуал работает и очень быстро дает результат. Вам нужно будет взять красную свечу, черную ткань. Можно сделать в любое время, когда уже солнце село, то есть на закате. И пока солнце не встало. То есть можно и на рассвете. Черная ткань, красная свеча и больше ничего. Здесь просто у меня недавно был эфир. Это не важно, что здесь. Главное, что вам нужно делать. Читайте 3 раза. В самом конце, когда прочитали, говорите свою просьбу. И через короткое время ваша просьба будет услышана. Постарайтесь не часто пользоваться этим ритуалом, потому что здесь желания самые сакральные, самые нужные. Если у человека все закрыто, у него может это не получиться. Но даже у таких людей порой получается. Даже у людей, у которых стоит блок, закрытые дороги, получается. Даже такое может быть. Но пробовать можно. Однако люди, у которых нет особых таких проблем, эти люди могут быть спокойны, у них получится наверняка. Итак, читаем 3 раза. Когда получаем желаемое, то на 3 дорогах или на 3 перекрестках. Если у вас нету перекрестков или вам неудобно, вы можете найти тропинку в лесу или в парке. 3 тропинки, 3 разные дороги. Оставляете мелочь, столько мелочи, сколько вам лет. Ложите и говорите: с ведьмой расплатилась. И уходите, не глядя. Потом к другой тропинке, точно так же, такую же мелочь туда, столько мелочи, сколько вам лет. Мелочь может быть десятками, мелочь может быть пятаками, рублями. Если есть страны, где нету мелочи или мелочь редкая вещь, то можно расплатиться, там, скажем, единичным долларом, да, по $1. Столько, сколько вам лет. Вот вам 30 лет, значит, $30. Не $5, 10, а именно нужно, значит, рублевые такие доллары. И так далее. Я надеюсь, вы меня поняли. Должна быть 1 единица. Дойду я тропой судьбы до врат потусторонних. Откройся дверь. Дверь откроется, покажется тень ведьмы. За той тенью пойду до черного престола. На том престоле сила древняя восседает. К той силе идет всяк, кто страдает. У силы той я желаемое прошу, услышь, древняя сила, исполни, о чем попрошу. Пусть та тень ведьмы мне будет посредником. Через нее услышь меня и исполни желаемое. Прошу, оправдай мое ожидание. Пусть великая древняя сила мне поможет. В нее верю, ее почитаю и благословляю. Заклинаю, заклинаю, заклинаю. 3 раза прочитали, после 3-го чтения говорите свою просьбу. Почему тень ведьмы, либо ведьма, через которую просят? Потому что она как посредник. Если ты напрямую обращаешься к такой силе, она может не услышать.
Наказать не может, но не услышать, игнорировать может, потому что ты не имеешь такую власть. Когда ты обращаешься через ведьму, то есть она становится как заступником за тебя, она просит за тебя, ты через нее просишь. А значит, тебя примут, услышат и дадут то, что ты просишь. Вот в этом и был смысл того эпоса, того предания о том, что через силу ведьмы просили, через тень ведьмы. Понимаете, ничего просто так человечество не создавало, и всякая информация имеет свою почву и свой смысл и логическое объяснение. Всем удачи и всех благ.